Нет, 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 я сразу же в отказ пошел. Командиром говорю, что я не поеду. Дезертир из РФ готов быть свидетелем в Международном суде по Украине. Российский военный Никита Чибрин 24 февраля зашел в составе оккупационных войск в Киевскую область. Его часть находилась в Буче, потом он был в Харьковской области. И позже дезертировал. Из России Чибрину удалось добраться до Испании, где он попросил политическое убежище. Никита Чибрин говорит, что хочет сотрудничать с международным следствием по преступлениям России в Украине. Никита, а вы готовы дать показания в Гааге, то есть в Международном уголовном суде или в Международном суде ООН? Да, конечно. Я уже, кстати, дал тут показания в испанскую полицию, которая работает над военными преступлениями, также по геноциду. Тарас Левченко из украинской службы «Радио Свобода» поговорил с российским дезертиром. 24 ГО числа в 5 утра уже сказали: «Все, едьте, вы едете на войну». Я такой: «Нет-нет», я сразу же в отказ пошел. Командирам говорю, что я не поеду. И они начали мне: «Ты че, Ахел, ты хочешь в тюрьму?» Угрозы пошли. Но они там были все с оружием, вокруг меня стояли, что бы я сделал? В начале марта мы уже сидели в Липовке, непосредственно в самой деревне. В Липовке я сымитировал отравление, что меня трясет, заставляли меня всякую низкую работу делать, обслуживающий персонал из меня сделали. Скажите, пожалуйста, вы были в Андреевке? В Андреевке был, только когда командир забирал, якобы прикрыть ему. Мы стоим, и вижу, пацаны бегут, убегают. А потом я узнал, что эти ребята были те, кто изнасиловали мать с дочкой, их было 4. А потом я впоследствии узнал, что эти ребята были те, кто изнасиловали мать с дочкой. Будучи пьяными, они все это делали. Команда их наказала, начали их до полусмерти табуретками избивать, что кровь там везде хлестала. То есть реально просто уволили из армии, и все. Их не осудили. А второй раз в Андреевку я заехал, когда мы оттуда уходили. То есть как в конце марта, по-моему, 29 марта, нам говорили: это жест доброй воли. Какой жест доброй воли? Я извиняюсь за выражение, просто украинская армия наставляла российской армии, а те начали постепенно съевать, я так считаю. Опять заехали в Андреевку. Там другие командиры сказали, что заходите в этот дом, будем там сидеть, будете тут отсиживаться перед тем, как выехать. Когда я заходил во двор дома, там стоял белый Лексус и справа Хонда стояла. Оккупанты пытались все своровать. Вы говорите оккупанты. А вы кто тогда? Благодаря этим вонючим русским Ванькам я оккупант. Я про Бучу узнал только тогда, когда мы 29 марта отступали, когда мы обратно уезжали в Беларусь. И тогда у меня опять появился доступ к интернету, и я у других солдат начал спрашивать, типа: вы че, ебнутые, вы че, в натуре это делали? Кто-то говорил, что это все псковские десантники, так как они до начала спецоперации к нам приходили, у нас нашивки просили. А когда вы покинули территорию Украины? 29 марта или 30 марта? И куда вы поехали со своим подразделением? Обратно в тот же лагерь. 16 июня машина отправлялась в Россию за гуманитарной помощью. Резко запрыгнул в сам грузовик «Урал» и вижу, что там другие были ребята. Я говорю: вы че тут делаете? А мы ему бабки дали, чтобы отсюда уехать. Где-то в конце июня я уже был в Москве. И после Москвы я поехал в Хабаровск, взял больничный. Мне сказали: ты не сможешь просто так уволиться. Я: почему? Они: ты после отпуска возвращаешься и должен будешь поехать в Украину на войну, либо сесть в тюрьму, если ты отказываешься. А меня эти два варианта не устраивали, решил, что надо сваливать. 24 или 25 сентября прозвучала новость где-то, что закрывают якобы границы для россиян для выезда. И все, я принял решение, сел на поезд, поехал в Беларусь, в Минске нашел белорусов, которые помогают россиянам покинуть Россию, то есть билеты находят, жилье находят. Как вас выпустили за границу? В России на мне ничего нет, в России на мне только кредит остался. А из России вообще можно спокойно уехать через Беларусь, так как там нет КПП. На территории Испании сейчас нахожусь, вот документ, это карта беженца, вот российский паспорт, который, если тут у меня получится поменять гражданство, я его сожгу. Никита, а вы готовы дать показания в Гааге, то есть в Международном уголовном суде или в Международном суде ООН? Да, конечно. Я уже, кстати, дал тут показания в испанскую полицию, которая работает над военными преступлениями, а также по геноциду.